Сегодня у нас вот такой прекрасный автомобиль. Вид снизу. Будем менять сцепление. В чем проблема заключается? Буксует на четвертой, на пятой передаче. 70 тысяч назад меняли диск сцепления, но ставили китайский, ну и, судя по всему, не ходят они. Предварительно домкратим автомобиль, чтобы кардан можно было провернуть и удобно открутить болты и гайки кардана. Так, здесь ключ, или голова на 17, сзади на 19. Откручиваем. Рабочий цилиндр сцепления. Он с кронштейном. 4 болтика на подголовку на 10. Стартер. Болтики на 13 подголовку. Не закручен почему-то. Или резьба сорвана. Параллельно после съема цилиндра проверяйте вилку. Она должна ходить вот так легко. Если не ходит, значит закисла втулка. Потом покажу. Дальше в сторону откидываем стартер. Но не забудьте снять клемму, чтобы ничего не замкнуло. Осторожно. Дальше откручиваем вот эту перегородку. Она держит подушку коробки. С этой стороны на 16 голова. С внутренней стороны гайка на 18. Дальше откручиваем кронштейн подушки. Болты на 15. 4 штучки. Как видим, перегородка все освободилась. Болтается. Болты достали. Не пугайтесь, коробка немного вниз опустится с двигателем вместе, но она будет висеть на подушках двигателя. Ничего страшного, ничего не порвет, не выломает. Все в порядке. Коробка почти готова к снятию. Осталось открутить 6 болтов вот этих вот на 18. И иногда встречается такое, по заводу, когда вкручены еще 2 болтика маленьких на 10. Вот видно, видите? Они здесь раньше стояли. Иногда забывают откручивать, и коробка не снимается, очень геморная. Эти болты, честно говоря, мы не скручиваем, чтобы ускорить последующий процесс. Считаем, что они, в принципе, лишние там. Один блок прикрученный. Вот он. Вот он. Коробку поставили на вот такую стоечку. Поддомкратили ее немножко.
Все, буду один снимать. Теперь вот что хочу показать. Всегда обращайте внимание на первичный вал. Видите следы выработки по подшипнику маховика. Но цвет это ладно, нужно проверять хотя бы ногтем. Можно ли зацепиться. Но здесь будем считать, что выработки практически нет. Так что ничего страшного. Выработка на первичном валу, то тогда будут проблемы постоянно с подшипником маховика. Его будет разбивать. Дальше он будет проворачиваться в маховике. Ну и, соответственно, и маховик под замену, все под замену. Но, правда, люди ездят, пытаются не обращать на это внимание. Вот у нас диск с корзины. Много ферридо на подшипнике выжимном. Ну, это вообще ни о чем не говорит, в принципе. Так, откручиваем корзинку сейчас. Болты под ключ на 17, под голову на 17. После съема корзины подшипник маховика. В принципе, пальцем ощущается перекаты. Он под замену точно пойдет. На маховике чувствуются следы износа. Тут буртик, наверное, в миллиметр где-то. Не знаю, на камере видно или нет. И что? Есть подозрение, что он заклинивший, потому что люфтов практически нет. Он должен амортизировать. И в этой плоскости он вообще не амортизирует. Может быть, в этом и причина была износа преждевременного диска. Сейчас посмотрим диск. Так, вот наш диск. Ну вот, видно, что он под заклепку износился. Не просто так он буксовал. Так. Поднимем корзинку, посмотрим. Ну, корзина тоже. Тут даже волна чувствуется через перчатку. Корзинка тоже приехала. А вот диск так выглядел со стороны корзины. Ну, все под заклепки. И паленым ферридо пахнет. Дичайшая выработка. И вероятнее всего, что в этом-то и была причина преждевременного износа диска.
Это, видимо, закидывала с поддона, потому что между вот этой частью и вот этой, между вот этой частью и вот этой, в принципе, движется, масла-то и нет, в общем-то. Все сухо. Все достаточно просто. Маховика. Что можно смазывать даже не будем ничем. Берем старый подшипник. Конечно, это не совсем правильно, но так быстрее. Все прекрасно заходит. Народ. Будьте внимательны. Плоской частью надо ставить к маховику. Ну и обычно на них написано. В данном случае вот здесь написано Gearbox Side. Это сторона коробки передач. Не перепутайте, а то впоследствии не будет ходить сцепление и его выломает просто. Дальше возникает вопрос по поводу центровки, как отцентровать диск сцепления, чтобы потом спокойно можно было поставить коробку. Для этого у нас есть первичный вал от бэушной коробки. Вообще должна быть приспособа специальная, но в принципе разницы существенной в этом нет. Все, теперь зажимаем. Должна легко от руки ходить, но здесь она вроде как легко ходит, но так плотненько. Решили поменять. Откручиваем 2 болтика, головка на 13. Вот старая штука. Мы запрессовали, все просто, снимаем стопорок, выбиваем вот эту втулку, она иногда мешает, чтобы вышел палец. Ну и достаем сам палец и перепрессовываем. Не забываем поставить зажимной на вилку коробки. И в комплектах обычно смазка идет. Тоже нужно смазать стопорок и вот эту часть выжимного. Вот эту часть. Поставили быстро. На один верхний болт зажали. Теперь нужно выжимной
поставить в корзину. Лучше это сделать до того, как зажать все болты, потому что были такие случаи, когда выжимной не садился, не заходил. И тогда куча проблем возникает. Все, здесь прекрасно защелкнулся. Выжимной на месте. Корзинки. Все зажали по кругу. Приступаем к дальнейшей сборке. Сейчас будем ставить кронштейн. Хотя нет. Гидравлику поставим и стартер, а кронштейн потом, а то головой всегда бьешься в него. Гидравлику. Стартер закрутили. Поставили 2 заглушки. Вот раз, вот два. Пожалуйста, обязательно проверяйте вашу вот этот вот пыльничек. Без него очень быстро изнашивается вилка. Втулка, вернее, на вилке сцепления. Дольше проживет сцепление. Всего лишь из-за резинки. Она копейки стоит. Подушку прикрутили. Троса поставили на место. Немножко смазочки добавили медной. Может быть, продлится немножко их жизнь. Так, вот эти болты аккуратно и осторожно зажимайте. Может сорвать резьбу. В коробке резьба очень слабенькая. А вот эти вот карданные болты непосредственно зажимаете от всей души. Там момент затяжки, бог его знает какой, но их на полную зажимаем. Не дай бог кардан открутится. Машинку. Комплект сцепления. Он в оригинале устанавливался. Вот его номерок. Вообще никаких проблем с ним нету. Никогда. Подшипник маховика оригинальный поставили. Тоже. Вот номерок, если видно. Ну а маховик бэушный поставили. Думаю, ходить будет, никаких вопросов не должно быть. Выпуска 3-литровый дизель с 280 сцеплением. Задавайте вопросы в комментариях. По мере возможности будем отвечать.